Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий. Со мной Лада. Сейчас ее не видно. Лада несет чай. Так начинается утро беженцев в Германии. Это наша квартира. Это наш завтрак с турецким чаем. Посмотрите, у нас овсяная кашка, у нас колбаска, чаек, орешки, творожок. И вместо хлеба мы едим вот такие вот хрустики. Все очень полезно. На самом деле это уже не раннее утро, я успел побывать уже в нескольких местах, сбегал в больницу для того, чтобы маме купить новые капли для глаз. Мама, когда капает капли, она иногда промазывает или много капает, и поэтому у нее расходятся очень быстро эти капли. И еще я сходил сегодня и получил на почте новую посылку. Мы с Ладой все-таки купили микрофончики для того, чтобы запись звука была лучше. Но к ним не хватало всяких креплений. Это сами микрофончики в таком кейсе. А специальные крепления для того, чтобы к камере приделывать вот это устройство, это приемник микрофончиков. Видите, это тренога, вот это все. Это не продавалось вместе с микрофонами. И как-то подвесить вот это устройство нужно было, не держать же его в руках. Все, мы сейчас быстро завтракаем и идем с вами в супермаркет смотреть цены на продукты. Иногда полезно смотреть YouTube и узнавать, как люди делают. Смотрите, люди включают микрофоны в камеру вот таким образом. Прямо втыкается этот приемничек в камеру. И все, не нужно никаких ручек, поэтому так более незаметно. Видите, микрофоны уже пишут. У Лады вот Смотрите, на желтом. как интересно, это на магнитике. Вот так вот. Ну, у Лады на желтом видно это все. А у меня на черном вроде как не так сильно заметно. Но всегда, когда первый раз используешь какое-то оборудование, могут быть сбои, могут быть какие-то просчеты. Например, вот эта курточка начнет бить мне по микрофону и испортит звук. Такое может быть. Или, например, включится шумоподавление. Я вроде выключил, но это новое оборудование. Эти микрофоны нам сейчас помогут, потому что мы будем в шумном месте и будем на расстоянии друг от друга смотреть, ходить продукты, цены, и Ладе не придется подходить близко и кричать в камеру. Ее будет слышно так. Должно быть так. Ради этого мы это все и купили. Так что давайте, друзья, сейчас пойдем в Lidl, узнаем цены на продукты. Сравним с тем, что было год назад. Потому что ходят какие-то необоснованные слухи о том, что в Германии все подорожало. Я, честно говоря, этого никак не нахожу. Но давайте узнаем точно. Сегодня мы берем с собой тележку. Поменьше, Ладусь, пожалуйста, поменьше какую-то возьми. Огромную не надо. Но мы не будем сегодня много покупать, потому что мы совсем недавно были в магазине, сделали закупку. Обычно мы покупаем продуктов где-то приблизительно на 50 евро в неделю. Ой, на 100 евро в неделю, я ошибся. То есть мы 2 раза в магазин приходим, по 50 евро на троих тратим. Получается так, в начале недели мы приходим где-то в понедельник, закупаемся, а потом в конце недели снова приходим, снова берем еду. И 100 евро в неделю тратим на троих, это стабильно. А сейчас мы просто картошечки купим, но у нас сейчас самая главная задача посмотреть на цены. Мы снимали цены в этом супермаркете год назад, приблизительно. Чуть больше уже года было. Был другой сезон, был конец лета, поэтому сезонные продукты могут по-разному стоить сейчас. Вот, давайте посмотрим на цену на картошку и лук. Смотрите, я вижу, что лук сейчас стоит 1 евро 59 за 2 килограмма. Вот вязанки висят, такие лежат. А картошка за 2,5 килограмма 2 евро 19 центов. Хотя здесь расфасовка по 2,5 килограмма, то мы вычислили с Ладой, что 1 килограмм картошки стоит 80 центов. Если, допустим, покупать много, 5 килограмм, то будет стоить 74 цента. Можно сэкономить, если купить вот такой мешок. А лук стоит тоже 1 килограмм 80 центов. Точно столько же, столько картошка стоит. Вот Сразу делаем вывод, что цена
в общем-то, с прошлого года не изменилось. Не да. поменялось. Мы смотрели, точно так же это и стоило в прошлом году. Да. Но помидоры, вот я глянул уже на помидоры, они сейчас дороже, чем в прошлом году. В прошлом году они стоили 1 евро за вот такие вот помидорчики. Килограмм стоил 1 евро. А сейчас 1 килограмм аж 3 евро, представьте. Я не знаю почему, скорее всего уже просто они отходят. В этом смысле это стало дороже. Еще кабачки. У меня есть вот Ага, у конкретно Лады есть список. цены. Да, да. Вот смотри, допустим, берем, где наши помидорчики. Вот кабачки стоили 2,80 килограмм. Мгм. А сейчас, Сейчас сколько килограмм? 1 3,19. килограмм 3,19. То есть Видите, кабачки дороже, подорожали. Вот эти огурцы стоили в прошлом году 89 центов за штуку. А сейчас, смотрите, сейчас написано 59, но это по акции, а без акции стоили 65. То есть сейчас эти огурцы, такие, смотрите, классные, длинные, большие огурцы, сейчас они дешевле стоят. Их много навезли. А вот био стоит 99. Один огурец центов. А, ну вот есть более Со какой-то, скидкой. наверное, более вкусный. Ну, он и более хиленький, я бы так сказал. Ну, в общем, Ну вот такой еще огурец есть. 1 килограмм стоит почти 2 евро. Какое выгодно покупать, непонятно. Ладно. Но мы покупаем обычно вот такие вот помидорчики маленькие. Они вкусные. Лада любит маленькие Да, помидорчики. они Они стоят сладкие. 3,29 за 500 грамм. Они очень дорогие. Либо вот такие за Или 2 вот такие евро. тоже, да. Очень 500 удобно грамм, есть. 2 евро. Ну, кстати, я вам говорил, мы делаем 2 раза в неделю закупку в этом магазине. И мы себе ни в чем не отказываем. Мы сейчас перестали смотреть на цену конкретно, там, типа, и взвешивать, сколько стоит. Просто вот нравится, берем. Например, вот такие грибы в прошлом году столько же и стоили. Евро 59. Евро Они 60. Точно такая же цена. Не поменялись. не поменялись, да. Так, что еще из цен, Пошли которые смотреть фрукты. можно вам показать? Вот паприка евро 29 со скидкой, без скидки евро 60. Вот такая же и была цена, Точно на 3 такая штучки, же, да. да. Я помню, мы еще приходили, выбирали, были цветные такие паприки. И тоже евро 50. Давайте фрукты посмотрим. О, покажу вещь, которой раньше не было. В прошлом году этого точно не было. Это каштаны, друзья. Вау. Смотрите, каштаны. Я был удивлен. Люди говорят, а чему ты удивляешься? Каштаны съедобные, нормально. Ну, во-первых, в Украине это не продается. Во-вторых, даже в Лидле я в прошлом году этого не видел. Как называется? Каштанин. Интересно, Они, каштанин. как-то они мамоны. Съедобные каштаны. Видишь, маронен, да, вот Маронен, это да. их название. Съедобный каштанин. И цена, они очень дорогие, оказывается. Килограмм стоит 10 евро, 9,90. И Обычно как их мы- готовить, да. ты не знаешь? Но я думаю, их надо чистить и жарить. Нет. Их Нет? надо Вот прям так жарить? надламывать и варить, по-моему. Короче, друзья, пишите, кто пробовал каштаны, кто знает, Вкусные как их они готовить. или нет, мы просто никогда не пробовали. И боимся покупать, они дорогие. Мы покупаем яблоки, вот мы сейчас их купим, вот такие яблоки. Они очень вкусные. Ну, сколько они стоят? Евро 69 за килограмм. Да. Вот это же они, да? Мгм. Евро 69 за килограмм, тут, наверное, килограмм есть. Вот, они более-менее вкуса яблока. По крайней мере, ты слышишь, что это яблоко, ты ощущаешь, оно сочное. И покупаем еще виноград, вот такой вот виноградный. Это виноград, причем не весь. Вот, допустим, вот такой виноград невкусный, он железный, он как какой-то Твердый искусственный. Да, у него нету ни вкуса, ни запаха даже винограда. Вот такой вот виноград, когда ты смотришь, он такой немножко мягенький, такой вот, как бы даже портится где-то. Вот это вот Хороший, вкусный, да? он пахнет Груши виноградом. мы почему-то не пробуем. Все, Какой-то- остальное все, оно вообще зеленое. Тут просто очень много недозрелых продуктов продается. Например, новый завоз, Ладусь, смотри, уже более хорошенькую хурму привезли. Можно даже попробовать. Оно Смотрите, зеленое все. 79 центов стоит по акции вот такая штучка хурмы. Ну, я бы 2 штуки взял, они же на окне да полежат. И это, повзрослеют, так Виталика сказать. любимая, хорошо, пусть лежит на окне. Тем более это недорого. Короче, многие продукты здесь недозрелые продаются. Вот, например,
по евро 50 лимоны. Кстати, тоже цена не подорожала. Стоит на месте. Они там, если колеблются эти цены, то они колеблются не сильно. Вот дыни и арбузы мы ни разу не брали, вернее, Не пробовали. брали, пробовали. Ага. Ну, это был один раз, и нам оно страшно не понравилось. То есть оно не пахнет ни арбузом, ни дыней. Это какая-то трава. Особенно после Испании. Вот мы там покупали арбуз, какой он был сочный, как он пах. После этого приехали и как бы купили здесь арбуз. Купили здесь арбуз, он был без семечек внутри, вроде Вообще красный, но он какой-то не то, никакой был. Ну а дыни, по-моему, вообще мы не пробовали и цену не запомнили. Пробовали дыни, нам приносил Даня. А, да? Да, она никакая. Ну то была дыня из турецкого магазина, это была другая. Смотрите, хлебный отдел. И мы заметили, что хлеб сейчас дешевле, чем в прошлом году. Вот этот вот черный хлеб, который мы все время покупаем, сейчас он стоит 99 центов. А в прошлом году он стоил евро 9, то есть на 10 центов дороже. Ну да. И вот этот вот тостовый хлеб, который сейчас стоит 89 центов. Евро 19 И этот стоили евро 19. Сейчас, видите, 99 То есть хлеб центов. подешевел. Да, А хлеб вот эти подешевел. булочки на месте. Да, вот есть те классные такие булочки недорогие по 19 центов. Мама любит их очень. Да, мама очень любит их, и мы ей покупаем. Иногда она даже сама приходит, чтобы их купить. Да, когда Сюда, силы в есть. супермаркет. Вот хочу показать мед всякий. Смотрите, цены по 2,79, 2,99, 3,75. Это не настоящий мед. Там на банке прям написано, что это какой-то медовый продукт. И мы их пробовали, они неплохие на вкус. Они даже очень хорошие на вкус. Чем вообще немцы отличаются? Тем, что у них очень хорошие вкусовые добавки. Я когда приехала, я попробовала мед, думаю, боже, это же настоящий мед. И 3 евро всего стоит. Мы его купили, ели, потом поняли, что это В общем, всё-таки он не тоже не подорожал существенно. У них тут Да. просто колебания происходят, и акции всякие. Но такой же мед фермерский в фермерском магазине стоит в 2 раза дороже. И варенье тоже не подорожало. Просто сейчас акции какие-то. Вообще так вот Кстати. 1 евро 29 центов, 1 евро 70 центов. Вот такие были. Так мы возьмем 2 баночки и будем есть. Хорошо. Сегодня мы просто вкусняшек набираем. Кстати, Потому нам что нужна овсянка. Видишь? Мы Да. хотели ничего не покупать, это всегда так. Приходишь в магазин, думаешь, я куплю там хлеба, и выходишь с такой тележкой. Поэтому всегда надо тележку брать. А то некоторые так в руки набирают понемножку, и к кассе подходят, уже просто теряют товар. Вот такую овсянку мы по утрам едим, 85 центов килограмм. Давай, тут по пути у нас сахар есть. Посмотрим, сколько стоит сахар. Сначала мука идет. Друзья, смотрите, мука 59 центов. Ты не Стоила помнишь? 79. О, дешевле, видите, Да. 79. Вот такая Да. точно мука, в таких же точно пачках. Так, а сахар? Вот видите, в зеленых пачечках сахар. Сейчас- Сахар евро 49 стоил. А, сейчас, смотри, без акции евро 69, а по акции 89 центов. Класс. То есть получается, как бы, ну, цена немножко колеблется, но раз есть акции, значит, собственно говоря, мы можем даже дешевле ее покупать. Яйца. Десяток яиц. Яйца как были, так и остались. Евро Стабильно, 99, причем копейка в копейку. Мгм. Это десяток яиц, Да, такие стандартные, тут все время в одну цену. Рис. А, рис. Евро 49 он стоил. Ну вот, Вот это. он так вот, и да? стоит, да, вообще не изменился. Ага. Это килограмм, нет? Сколько Да, там? килограмм. Этот подороже, этот какой-то получше. Но мы по этому рису ориентируемся, мы его покупали. И на старом видео у нас есть эти все цены. Кто хочет перепроверить, друзья, мы оставим ссылку Да. на прошлогоднее видео. Под этим видео вы можете зайти просто и сравнить. Мы здесь не вставляем никаких кадров с прошлого видео, но кто нам не доверяет, тот может перепроверить. Вот мы видим спагетти, да. Спагетти стоил 89, сейчас 85. То есть практически Та же даже, цена, да. даже немножко на 3 Вот цента есть и по подешевел. 79. Кстати, вот эти синенькие, они по 79 и были, я помню. Хорошо, мы их покупали первый раз, рассматривали. Масло подсолнечное стоит Сейчас евро 59. евро 59, да. И, по-моему, точно та же цена, да, как в прошлом году. Вот соль продается, смотрите, по 75 центов.
Мгм. Такая пачечка 500 грамм. Приправки вот разные есть. Тоже неплохие приправки вот такие вот. Но они дороговато, эти приправки. Как Цена бы. сверху написана, видишь? Да, по евро вот такая, допустим, Мгм. 79, да, там. Розмарин, допустим, вот 79. Давай по мясу сориентируемся. Да. По мясу. Самая интересная тема, самая важная, можно даже сказать, подешевело ли мясо. То есть стейк, смотрите, из вырезки стоил 20 евро. Вот давай, говяжий стейк Да? из вырезки Где он стоил здесь? 20 евро, да. Сейчас женщина отойдет, мы пока посмотрим здесь. Ну, смотрите, рыбу мы раньше не покупали, не сравнивали. Сейчас, например, здесь есть рыба какая-то по 6,49. Вот. Сейчас мне очень плохо видно, за стеклом отсвечивает. Поэтому не знаю, сколько там вес, какая рыба, как называется. Но здесь мы можем посмотреть говяжий стейк. Ну вот я вижу за 16 евро стейк. Вырезка, не вырезка, не знаю, рундер. 16 евро килограмм, да? Минутен стейкс, это, наверное, минуту он там Мгм. жарится. Вот 16 евро килограмм. А цена Ага. сверху, ладно. Я вижу. А. Вот. Ты про А те этот стейки. стейк стоит 22 евро килограмм. Мгм. Вот этот вот стейк стоит 28 евро килограмм. А в прошлом Вот году такой. сколько стоил? В прошлом году стейк стоил из вырезки 20 евро килограмм. Вот этот подороже стоил 25. Ну, та же цена приблизительно, да? Плюс-минус. Эти стейки, они важны, с какого места взяты, да? И из-за этого цена. Да, там плечо, попа и так далее. Вот, Курица, ладно. курица, Или что да. это? Вот филе. Мгм. И филе, смотрите, в прошлом году филе стоил 12,48, 13 евро. Сейчас мы видим, что филе стоит 11,99, то есть 12 евро. Даже немножко дешевле. Вот эти вот бедрышки мы всегда покупаем. Обычно в прошлом году они стоили 4,99, сейчас тоже они в принципе стоят 4,99, но со скидкой, смотрите, сейчас можно купить за 3,99, на евро дешевле. То есть курица тоже как бы немножко подешевела. Курица стоит, которая полная курица, стоит 14,62 евро килограмм. 14 евро килограмм. Так, а сколько она стоила у нас? По-моему, мы целую курицу в прошлом году не фиксировали, поэтому вряд ли ты скажешь. В любом случае, я не вижу какого-то существенного подорожания. Мгм. То есть то, что было, то и есть. То есть по мясу цены те же самые. Можно сделать высновок. Да. Мы можем сориентироваться по тем продуктам, которые мы покупали, а мы покупали часто вот такие котлетки. И эти котлетки как стоили 3 евро за пачечку, так и стоят. Тут и свиные есть, и куриные котлетки, они не подорожали. Видите, Нам- по 3 евро пачечка. Да. То есть это вообще в одной цене. Что, какие мы колбаски купили? Выбирай колбаски, но я не помню цены прошлогодние на колбаски. Это Давай. 6 евро, я думаю, это хорошая цена. Здесь И их много, да? Да, их много. Это 1 килограмм, видишь, тут на пачке написано. Да, килограмм зашить, нормально все. Пойдем еще молочные продукты немножко посмотрим. На алкоголь тоже заглянем, почем что стоит. Вот смотри, целая курица, я смотрю сюда, 4,99 тоже, так же, как и бедрышки. Но бедрышки сегодня чего-то дешевле на евро. А вообще целая курица 4,99 евро килограмм. За килограмм? Да. Это классная цена Очень вообще. хорошая. Можно взять целую курицу, Это самый дешевый положить ее в вариант духовку. питания. Да. А мы, кстати, почти всегда и берем именно куриное мясо. Так, берем сало. Сало стоит, Ты прям оттуда взяла? да, 2,79. 2,79 сало, оно иногда очень пригождается. Мы же Так. украинцы. Тут у нас всякие сыры. И, Да, в вот общем-то, мама очень любит вот этот вот кезе.
Это как брынза наша, да? Да, Соленый это сыр. соленый И сыр. Стоит он сейчас здесь по акции евро 39 за пачечку. Хорошая Кстати, цена. очень-очень вкусный, да. Мне тоже нравится. Творожок. Творожок стоит 2 евро. Вот такой вот творожок. Ну, неплохой творожок, но это не наш творожок. То есть он Суховатый, немножко суховатый. Вообще тут молочные продукты отличаются, особенно сметана. Вот, я не могу найти нормальной сметаны, такой как у нас, чтобы она была такая сметана текучая. Она какая-то порошковая и кислая сильно. Может, она не порошковая, просто Может, не по- мы Порошковая. любим другую, мы привыкли к другой, поэтому... Непривычная, скажем Да, так, она у для нас просто непривычная. Вот сметана в прошлом году, сейчас я гляну, Да, вот 200-граммовая 10% сметанка, сейчас она стоит 75 центов, а в прошлом году стоила сколько? сметана стоила 65 центов. 65. То есть немножко чуть-чуть- подорожала, Чуть-чуть да. подорожала. Я вообще замечаю тенденцию, что буквально на днях, буквально неделю назад подорожала вся молочка. Вот это молоко, оно стоило все по 99, вот в таких бумажных упаковках. А теперь, видите, вот это молоко теперь стоит евро 0,5. Видите, подорожало буквально на 6 центов. Но это вот за последнюю неделю. Мне кажется, это вообще такие колебания Я думаю, это сезонные сезонные и колебания. незначительные. Ну вот масло вот такое вот стоило 2,90, нет, вот такое вот стоило 2,99, а теперь оно стоит, 2,90. ой, нет, 2,30. 2,29 оно стоило, а сейчас 2,39, да, я ошиблась. Ну так оно... То есть оно на 10 центов подорожало. тоже. Подорожало всего лишь чуть-чуть. Ну и тут же продается алкоголь. Смотрите, это вина. В винах мы не разбираемся, потому что очень редко их пробуем. И, в общем-то, трудно сказать, какой ассортимент был в прошлом году, какой сейчас. Но есть одна вещь, которая не изменилась за прошедший год. Смотрите, вот такая упаковка вина червоного, хотел сказать, красного вина, евро 99, это 1,5 литра. Видите? За 2 евро можно купить 1,5 литра вина, но оно несъедобное. Мы как-то его мы пробовали. как-то попробовали и очень пожалели, потому что Виталик чуть не Мне умер, даже плохо честно от него говоря, было, да. Но я просто запомнил это вино, и оно не подорожало. Мы сейчас же просто с вами обсуждаем тему. Нормальное вино стоит, конечно, дорого, но это более-менее нормальное вино, вот оно по 5 евро где-то в среднем, да, нет, есть по 2,5 евро. 5 евро это просто литровая бутылка, это ты смотришь большое, да. Ну вот еще по 5 евро. Ну, мы всех этих вин не До 3 пробовали, евро мы не вино, можем да. сказать. Здесь, короче, от 2 евро, видите, бутылка вот такого вот какого-то вина, Мерлот. Кстати, И друзья, выше. подскажите, какое вино покупать, потому что мы иногда любим вино, но мы не знаем, какое покупать. Какое Иногда вино? хочется вина, Иногда да, хочется, но мы не в нем знаем, какое разбираемся. хорошее. И здесь есть то, в чем я разбираюсь немножко, виски. Виски я люблю и, в принципе, иногда себе покупаю. И могу вам ответственно сказать, что вот этот Red Label, он и в прошлом году стоил 15 евро за Ну, как 0,7. же, любимый продукт, как-никак. Да, ничего не подорожало в этом плане. И Джек Дэниелс тоже не подорожал. Вот он 19,99 как стоил, так и стоит. Здесь просто сейчас акция на Анессию. Это такой коньячок, вроде как. Я его пробовал, но это не самый мой любимый напиток. В общем, и вот эти вот все напитки тоже не подорожали. Это тоже какой-то вот Марлот, 3 звездочки, блендed скотч виски. Что еще показать? Вот такой ромчик. Он всегда дешевый здесь, 5,49. Даже без акции. Они тут иногда просто меняют вывеску, пишут красную вывеску, типа акция, а цена остается та же самая. В общем, придумывают. Сколько в нем градусов? По-моему, 35. Тоже неплохой такой ромчик. Водку здесь я не пробовал, друзья. Вот просто я водку не люблю, поэтому не буду говорить. Я думаю, Она тут- пиво надо еще посмотреть. Да. Смотрите, она тут Немецкая. есть вот водка по 6 евро какая-то такая. Какая Самая же это? дешевая, наверное, да? Какая самая Доппель дешевая? какая-то. Для людей, которым Самая хочется дешевая. выпить и нету денег. Я не знаю, какая самая дешевая. Наверное, вот такая будет, опять же, смотри, 5,49 какая-то водка. Ну, тоже дорого. Рахманинов называется, видишь, Рахманинов. Ну, То да. есть музыкальная водка, надо будет Ну, попробовать. Ты знаешь, иногда
Название действует, пробуждает желание. Думаешь, вот так выпью и напишу какую-нибудь музыку, композицию. Ноктюрн. Ноктюрн, да. Тут у нас продается всякая пицца. Например, пачка вот этой пиццы, здесь 3 штуки в пачке лежит. Можно за 3 евро купить 3 штуки пиццы, дома разогреть. Или их надо поджарить? Как это? Нет, их немножко в микроволновке разогреваешь или в духовке буквально там минут 10. Они полуготовы, они практически готовы. И получается за 1 евро одна пицца такого размера 20 сантиметров. Очень выгодно, да. Если Или ты 20 голодный, чем-то. тебе надо быстро, там гости пришли, ты покупаешь пиццу, разогрел и все. Красиво и вкусно. Так, что нас в прошлом году поразило, так это цены на пиво. И они остались прежними. Смотрите, 55 центов за вот это вот красненькое пиво. Мы его в прошлом году пробовали. Оно не самое лучшее, не самое вкусное, но дешевое вообще. Ну, просто есть даже, по-моему, по 45 иногда, если акция. Разнообразное пиво, но в среднем цена нормального пива около 1 евро. Вот в такой в банках. Здесь в Лидле. Замечу, что Lidl это один из самых дешевых супермаркетов. И вообще, почему мы выбрали Lidl? Потому что он есть по всей Европе, везде. Вот люди, которые живут, например, в Польше, в Чехии, в Испании, где угодно, они могут сейчас посмотреть цены, которые мы показываем, и сравнить. Ну, пожалуй, все, друзья. Мы делаем вывод, что, в принципе, продукты не подорожали. А некоторые даже подешевели. Да. И, то есть нету такой страшной картины, как там пишут Германия, кризис. Да, Германия кризис, Германия это ужас. Тут все нормально, все нормально. Сейчас платим за вкусняшки. Мы не хотели особо ничего покупать, но накупили, думаю, на 10 Это евро же всё. минимум. Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay, living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Oh, maybe all we need. Как обычно, проверяем почту. Письмо. Оба. Что это такое у тебя там? Ничего себе, какой большой. Сертификат. Ага. Наконец-то. Экзамен. Не прошло и полгода, называется, да? Экзамен, А ну да. давай посмотрим, что там такое вообще. Ух ты, как тут все серьезно. Вау. Ну-ка. Это твой, да? Ну да. Что? 33 из 33. Ничего себе ты выдала! 33 вопроса было, и ты все правильно ответила? Ну да. Ничего себе, это самый скучный экзамен в нашей жизни был. Короче, друзья, рассказываю. Leben in Deutschland – это такой был экзамен, курс такой небольшой, месячный был. Мы изучали политику немецкую и устройство государства и все прочее. И, в общем, в конце потом мы сдавали экзамен. Там было 33 вопроса. И там такие были скучные вопросы про партии, про что-то, про демократию. Это вообще надо только для того, чтобы получить гражданство. Этот А, экзамен. ну классно. Как бы, ну и Подожди, знать историю. Так а моего там нету? Нет, мой. Только твой. А я что, тебе не пришел, а ты не сдал. А я не сдал. Не, ну я точно Не, не... я думаю, что просто они хотят давать тебе гражданство. Ясно. Я Потому что обидел. у тебя получается, если у тебя этот экзамен уже будет, это значит у тебя B1, и плюс этот экзамен, все, ты Все, я гражданин. Б1, я А я гражданин. Она просто очень весело звучит.